Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня 3 актуальные темы: НАТО, безопасность и стареющее население. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Итак, начнем с НАТО. Финляндия в НАТО уже 2,5 года, и вступление в альянс сопровождалось с радостными реляциями. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Лично у меня впечатление, что Финляндия и Швеция подоспели к концу свадьбы, когда жених уже передумал жениться, перевернул стол и рявкнул: «Да идите вы все!» Жениха вроде бы успокоили, уговорили, усадили опять за стол, но он в любой момент опять может сдернуть скатерть. И вот в Финляндии возникает вопрос: а куда же мы вступили? Редакционная статья газеты «Хельсингин Санома» так и называется: «НАТО устояла, но что она защищает?» НАТО устояла. Она пережила и первый срок Трампа, и Брексит, и даже российское вторжение на Украину не сломало альянс. Но теперь у власти снова Трамп, и началась новая эпоха. На этот раз он бросает вызов не только альянсу, но и самой идее западного единства. Трамп открыл против Европы 2 новых фронта. Первый – экономический. Торговая война подтачивает трансатлантические связи. Второй – политический. Европе приходится защищать демократию уже и от собственных союзников – США. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг пишет в своих мемуарах «Моя вахта во главе НАТО во время войны», что во время первого срока Трампа существовала реальная угроза распада альянса. Историческое увеличение оборонных расходов, закрепленное на прошлогоднем саммите НАТО, пока удерживают альянс на ногах. Столтенберг уже не боится, что Трамп разрушит НАТО, но признает: все возможно. Доверять Трампу нельзя. Европейские лидеры продают избирателям лозунги о единстве, хотя они сами в это не верят. Несмотря на всю браваду, шоу и переговоры Трампа, в войне России против Украины ситуация почти не изменилась со времен окончания срока президентства Джо Байдена, за исключением того, что Владимир Путин, теперь рукопожатный, пожал Трампу руку и вновь заявил о необходимости раздела сфер влияния. Столтенберг, который 10 лет возглавлял альянс, теперь признает: НАТО допустило серьезные ошибки. Украину следовало поддерживать активнее, а из Афганистана уйти раньше. При Столтенберге НАТО устояло. Но что она будет защищать, если между США и Европой откроются ценностные противоречия? Европа больше не может быть туристом на собственной земле. Когда решения из Вашингтона разрушают международные отношения и бьют по интересам Европы, молчать уже нельзя. Европе нужно уметь ответить. Сейчас дроны летают уже над странами НАТО, а альянс продолжает задумчиво ковыряться в носу. Поэтому финнов интересует вопрос безопасности страны. Финляндия закупила истребители F-35, но готова ли Финляндия к атаке дронов? Чем будем отбиваться? Посмотрим, как на вопросы обеспокоенных граждан отвечают военные специалисты. Закупка Финляндии истребителей F-35 не устарела и остается актуальной. Истребители дают важные возможности: разведку, наблюдение, возможности поражать цели с воздуха, и на протяженной финской границе их мобильность особенно ценна. Тем не менее, если будет налет сотен дронов, то в такой ситуации поднимать самолеты нельзя.
это очевидно. Финляндия может справиться с отдельными типами дронов, но если вдруг произойдет масштабная атака сотен дронов разных типов, то Финляндия, вероятно, еще к этому не полностью готова. Эксперты выражаются осторожно. Если дроны будут появляться по всей границе с Россией, то нельзя ожидать, что удастся защитить всю 1300-километровую границу. Главное, чтобы ПВО могла защитить важные для Финляндии объекты. Производство дронов для обороны развивается, но быстро его увеличить невозможно. Понадобится год и больше. На данный момент у Финляндии нет срочной необходимости производить большое количество дронов, так как текущая ситуация с безопасностью этого не требует. В Финляндии сейчас живет более миллиона человек старше 70 лет. 1 148 000 человек – это почти каждый пятый житель страны. Еще в начале 90-х годов таких было всего 9% населения. За 30 лет доля пожилых удвоилась. То есть страна стремительно стареет. Что это значит для экономики, для пенсионной системы, для каждого из нас? Давайте разберемся. Когда финская пенсионная система создавалась в 1962 году, после выхода на пенсию человек жил менее 10 лет, а сейчас около 20. Рождаемость за это время упала с 2,7 ребенка до 1,25 ребенка на женщину. То есть пенсионеров стало вдвое больше, а тех, кто платит взносы, вдвое меньше. Сейчас человек работает менее 40 лет, если учесть отпуска по уходу за ребенком, учебу и перерывы, а на пенсии проводит 20 лет. Создатели пенсионной системы и в страшном сне такого не могли предположить. Экономист и бывший топ-менеджер Хейки Бергхольм говорит: финансовая база государства всеобщего благосостояния рушится, если средняя трудовая жизнь 40 лет, а пенсионный период свыше 20. Бергхольм убежден, пенсионный возраст нужно поднять. Если поднять пенсионный возраст до 70 лет, то Финляндия сэкономила бы более 10 миллиардов евро в год. Это оздоровило бы финансы. Рост госдолга можно было остановить за 5 лет без урезания пособий и без повышения налогов. При этом в стране появилось бы еще 500 000 работников, в основном тех, кому сейчас 60-69 лет. Ведь по данным Финского института здравоохранения и благополучия ТХОИЛ, 60% людей в этом возрасте считают себя полностью трудоспособными. Опытным специалистам нашлась бы работа даже при высокой безработице. Бергхольм говорит: мы живем в иллюзии, что пенсии – это что-то само собой разумеющееся. Первое заблуждение в том, что мы, пенсионеры, считаем, будто сами заработали свои пенсии. Это не так. Мы живем за счет своих детей. Долгие годы на пенсии при сохраненной трудоспособности – это бесплатный обед, на который у нас на самом деле нет денег. В Дании уже приняли решение. К 2040 году пенсионный возраст поднимут с 67 до 70 лет. Финляндия пока молчит. Все знают, что вопрос назрел, но политики боятся его даже озвучить. Доля избирателей моложе 50 лет в выборах 2023 года составила всего 43%. С таким соотношением голосов поколенчески несправедливую систему не изменить. Премьер-министр Петтери Орпан неоднократно заявлял, что пенсии урезаны не будут. И остальные партии правящей коалиции поют ту же песню. Да и оппозиция не спешит бросать вызов избирательной базе, состоящей из пожилых людей. Пенсионеры же защищают свои интересы, хотя ради будущего детей готовы экономить. Но на перераспределение через законы никто не хочет идти. И даже говорить об этом не желают. В 2000 году расходы на соцобеспечение, связанные со старостью, составили 7% ВВП. А теперь 15%. При этом дефицит государственного бюджета в этом году 4,3% ВВП. Повышение пенсионного возраста закрыло бы этот дефицит. Финляндии нужна большая пенсионная реформа. Поддержать ее стоило бы даже нынешним пенсионерам, потому что она обеспечила бы финансирование их здравоохранения в последние годы жизни и не затронула бы их текущие пенсии. Но реформы пока нет,
Работающих все меньше, госдолг растет. Как обеспечить уход старикам, которых становится все больше? Об этом в следующем сюжете. Этим летом директор пенсионного фонда Варма Ристо Мурто напомнил, что госсредств не хватает и не пора ли, как в старые добрые времена, родственникам активнее участвовать в уходе за стариками. Кто не видел, смотрите видео по ссылке в описании. Тогда генеральный директор Финансиала Арно Ахуниеми предложил использовать имущество и накопление стариков. Разве разумно, что фин богаче всего в день своей смерти? Превращение наследств в наличные могло бы обеспечить безопасность на склоне лет. Идею отнять и поделить общество восприняло в штыки. Теперь Ахуниеми уверяет, что он не предлагает конфискацию имущества пожилых людей для оплаты ухода. Личное имущество финнов не должно учитываться при расчете платы за уход, и использование собственных средств не должно уменьшать право на государственные услуги. По мнению Ахуниеми, нужно создать уровень гарантированных госуслуг. То есть государство обещает: вот, старички, мы можем вам предложить базовый уход. Вот шконка, вот пайка. А если вам этого мало, пожалуйста, развязывайте туесок и добро пожаловать на рынок частных дополнительных услуг. Выбирайте. Докупить в страховой компании старческий VIP-пакет или отдать жилье в обратную ипотеку. Любой каприз за ваши деньги. Парикмахерская, массаж, физиотерапия, обеды гурме, прогулки, экскурсии, круизы, стриптиз. Все за отдельную плату, но выбор есть. Когда люди будут знать, какой уровень государственного ухода гарантирован, они смогут лучше планировать свою жизнь на склоне лет. Про обратную ипотеку я уже как-то рассказывала в одном из видео. Напомню, в Финляндии это устроено примерно так. Оформляете в банке обратную ипотеку, и вам выплачивают каждый месяц какую-то сумму под залог вашего жилья. Но это срочный договор на 10-15 лет. По истечении этого срока вы должны либо выплатить банку все полученные вами деньги с процентами, либо ваше жилье становится банковским. Вы можете продолжить там жить, но уже на условиях аренды. Если владелец жилья умер до истечения договора обратной ипотеки, то наследники должны выплатить банку долги, чтобы вступить в наследство. То есть банк в накладе не останется. Ну и завершим выпуск хорошей новостью. Финская игровая компания Supercell имеет, по мнению финнов, наилучшую репутацию в стране. В прошлом году компания не попала даже в десятку, а сейчас она лидирует. Кто не видел мой рассказ об этой компании Supercell, смотрите по ссылке в описании. На втором месте производитель лесозаготовительной техники Ponsse. На третьем продовольственная компания Fazer. А теперь, дорогие друзья, я с вами прощаюсь и приглашаю прогуляться по Хельсинки. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!